Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Бессознательные сердечные коммуникации. В сущности, когда Земля, или Тао, выражает почитание другому посвященному, мы настраиваемся на человеческое сердце и слушаем, что скажет сердечная область формы. Сердце ежедневно вещает как минимум 2 голографических коммуникации. Но иногда бывает, что голографические коммуникации часто отклоняются жизненной грезой, которую человек манифестирует в определенном ракурсе. Каким образом греза отклоняет ваши сердечные коммуникации? Все мысли, которые создает или пропускает через себя любой посвященный, непрекращающимся потоком посылаются в ваше солярное солнце. Оттуда, связанная с мыслью греза, передается на планы манифестации, по которым позже сходит в вашу реальность третьего измерения. Поэтому, каким бы вещательным ни было сердце человека, существует тенденция притягивать мыслями и фантазиями в свою реальность определенные события. По этой причине можно желать учиться не позволять вредным, ненавистным или осуждающим мыслям течь через свой поток сознания, ибо это то же самое, что призывать такого рода события в свой жизненный опыт. У большинства бессознательных голографических сердечных коммуникаций имеется 2 потенциальных мысли, которые большей частью находятся в полярности и противоположны друг другу. Восходящие люди, вещающие эти сердечные коммуникации, выявят, что обычно по жизни испытывают колебания между положительным и отрицательным полюсом, вовлекая в свои жизненные реалии сильно меняющиеся события и переживания. Последние связаны с отклонениями грезы в специфичном направлении. Мыслеформы, которые предлагаются в качестве замены, основаны на отсутствии полярности, и стремятся объединять крайности, позволяя посвященному более радостные жизненные результаты, и движение к реалиям единства путем сознательного плетения грезы. Как можно остановить осуждающие или вредные мысли? Все мысли есть результат личностных сущностей, или души, которая входит в ваше поле и выражает себя. Можно выставить границы, диктующие, каким личностным сущностям можно входить во взаимодействие с вашим полем, и выразить намерение присутствовать только не причиняющим вреда, и не осуждающим сущностям. Вы также можете акцентироваться на том, чтобы в наибольшей степени настраиваться на сообщение души, и при этом слушать свое внутреннее руководство Вознесения, вместо бесконечной болтовни личности, которая мало что может предложить, исходя из ваших эволюционных целей. Заземление – это необходимое и обязательное условие для закрепления границ. Поэтому сначала надо полностью заземлить поле и форму к земному ядру, а затем уже можно вывести из поля то, что не резонирует с вашим выбором вознестись. Иногда, заземление легче достигается на природе, однако возносящиеся посвященные должны стать искусными в этом процессе, и учиться заземляться в любых условиях, иначе каждый будет просто топтаться на месте в вознесении. Границы держатся только в заземленном состоянии бытия, и для вознесения чрезвычайно необходимы, так как восходящие еще должны взаимодействовать с представителями, как нового, так и старого консенсуса. Люди старого консенсуса все еще пойманы в ловушку специфических бессознательных реалий, которые часто включают в себя изъятие записью другого, или нанесение вреда вашему полю и грезе, энергетическим ударом, идущим от критических суждений, осуждений, обвинений, сплетен, злословий, попыток оценить, пристыдить, уколоть, подавить или втянуть в спор, а также от проклятий, наговоров, ворожбы и прочих манипуляций. Восходящий человек предотвращает всевозможные виды бессознательного вреда, который не является кармическим, ибо в любой данный день учится больше находиться в заземлении, чем без него. Индивидуальность также может формироваться к состоянию, в
в котором постоянно поддерживается заземление. Рекомендуем предъявлять требования любым личностным сущностям и существам, сохранять ваше заземление при любых обстоятельствах, и выпроваживать тех, которые не способны выполнять данные условия. К тому же, вы можете потребовать, чтобы ваша индивидуальность удерживала только неосуждающие и миролюбивые мысли, и отбросила все остальные. Каждый может этого достичь даже на начальном уровне вознесения, и результатом явится не только больший внутренний мир, но и способность более естественным образом слышать свою душу и руководство. Подобно камертону, человеческий вид настраивается на духовные мысли. Внутренний диссонанс, или диссонанс с самим собой, приводит к противоречивым сущностям, которые привлекаются, чтобы вносить противоречивые и диссонирующие мысли. Внутренний мир с собой приводит к миролюбивым сущностям, привлечение которых даст мирные и любящие мысли. Вот почему модификация человека в языке света ведет к преодолению каких-либо препятствий между сторонами и начинает соединять людей, способных восходить к 3000 или выше, в величайший внутренний мир и мыслеформу, основанную на единстве. Ибо тоны творения привлекают духовных сущностей и души, которые резонируют с такими мыслями. В свое время, участники программы группового мастерства и самоанализа экспериментировали с изменением сердечной коммуникации через сознательное намерение перепрограммировать себя к вещательным призывам, которые более способствовали любви и мирному опыту жизни. У каждой голограммы есть заданная группа мыслей, которые имеют тенденцию передаваться через сердце. Сама голограмма расположена в области сердца, что в свою очередь является определяющим, почему голографическая коммуникация течет именно через сердце. Восходящий человек с сознательным намерением может модифицировать мысли на другие, поистине близкие его сердцу, и таким образом менять опыт, который создает для себя на физическом плане. А все потому, что поворачивает грезу в новом направлении, которое может быть более радостным. Ниже дается перечень голографических предрасположенностей и сердечных коммуникаций, а также предлагаемых каждому модификаций. Каждая мыслеформа, предлагаемая в качестве альтернативы, непосредственно связана с новой астрологией для возносящихся посвященных. Возносящиеся люди воплощают новую астрологию, которая в действительности представляет собой 18 новых голографических первичных предрасположенностей для человечества, которые были модернизированы Землей, чтобы служить вознесению, и сменяющих в голографических планах 38 прежних голограмм. Когда последний человек старого консенсуса умрет, или вознесется в новую астрологию и голограммы, старые голографические планы будут полностью устранены, что позволит в грядущем осуществлять рождение золотой эры человечества. Новой астрологии коснутся даже те, кто возносится к 1800 уровню. Все дело в том, что когда форма овладевает 1800, тело света овладевает 3000 и удерживает 10 тонов языка света. Поэтому даже восходящие, способные достичь только 1800, начинают касаться новой, основанной на единстве, мыслеформы, существующей в рамках языка света и новой астрологии. В ходе вознесения, и формы и тело света должны расти в вибрации, и, как правило, в модификации генетических материалов, формы находятся на ступень ниже тела света. Хотя это и может показаться сложным, здесь, пожалуй, уместна аналогия с луковыми слоями. Тело света удерживает внутри поля слой, в котором создается тело-двойник, находящийся в вибрации на октаву выше, и потому в каждой фазе вознесения, находящийся на более высоком эволюционном уровне, чем физическая форма. Посредством тела света, даже остановившиеся на 1800, смогут выражать в своей жизни и мыслеформе язык света, и новую астрологию. Из приведенного обзора голограмм,
станет видно, как некоторые старые голограммы обладают тенденцией возноситься в новые специфические голографические предрасположенности, поскольку между ними проглядывается основная ассоциация, или родственная истина. Существует только 18 новых голограмм, а потому с каждой новой голограммой и новой астрологией будет связано больше, чем одна из 38 старых. Из исследований Земли следует, что многие старые голограммы передают одну и ту же сердечную коммуникацию. В результате вы найдете, что можете резонировать сразу с одной-тремя из перечисленных предрасположенностей и сердечных коммуникаций, и поэтому можете резонировать с двумя или тремя знаками из новой астрологии.